В небольшом поселке, затерянном в зеленых просторах, жил человек по имени Иван Васильевич. Однажды, глядя на мир за окном, он осознал, что живет, придерживаясь принципа «меньше забот». В жизни Ивана не было места суете и линейным заботам. Он работал в местном магазине, где у него небольшой коллектив, что позволяло ему поддерживать мирные отношения с коллегами. После работы в тихое время вечера он часто любил вернуться домой и насладиться тишиной своей пустой квартиры. Иногда он заваривал себе чаю и читал газеты или смотрел телевизор. Его верным спутником была рыжая кошка по имени Мурка, которая была полноценным членом его маленькой жизни. Она была независимой, но ласковой кошкой, умевшей обходиться без всех хлопить. Маленькая Мурка знала, как обустроить свой день. Она долго гуляла по двору, искала солнечные места для отдыха и радовалась тихим часам, проведенным в одиночестве. И вот однажды она пришла домой с 5 котятами, маленькими пушистыми созданиями, прижавшимися друг к другу и чуть дрожащими от волнения. Это было неожиданное событие для Ивана, и он не знал, как поступить с такими лапочками, которые заполнили его дом новыми звуками и энергией. Первоначально радость от появления котят была неподдельной. Однако вскоре зреет и понимание, как же я буду заботиться о 5 котятах. Мысли о том, как он справится с дополнительной ответственностью, начали терзать его, став выстрелами тревожного сознания. Когда пришло время обдумать, как решить эту проблему, у него возникло желание отдать котят в добрые руки. Он вспомнил о знакомых, у которых уже были кошки, и терзался вопросом, как же будет лучше для этих милых созданий. Но погрузившись в собственные мысли, ему стало ясно, что оставить их просто так ему не удастся. Каждый раз, когда он пытался развести котят по отдельности, они смотрели на него своими большими, беззащитными глазами. Они казались такими уязвимыми, что его сердце сжималось от жалости и грусти. На следующий день, в свои тревожные раздумья, Иван нашел решение. Он решил, что лучше отвезти котят в магазин рядом с домом и оставить их у входа. Он сам не верил, что способен на такое, но эта мысль была для него спасением. Взяв коробку, он бережно уложил котят, стараясь не разбудить их, и не без сомнений покатил ее к магазину. Однако, как только он довез коробку до входа, его сердце заколотилось еще сильнее, когда он заметил, как небо затянулось тучами. Сквозь шум ветра и шепот дождя к нему подошла Зинаида Николаевна, его соседка, с выражением смятения и осуждения на лице. Она коротко взглянула на котят и тут же произнесла: «Как же ты можешь так поступить, Иван Васильевич?» Ее голос был полон заботы и осуждения. «Я бы забрала их, но у меня уже есть кошка». Не дождавшись ответа, она развернулась и ушла, оставив Ивана с его сомнениями. Сам Иван почувствовал, как тяжесть в груди давит его все сильнее. Когда за окном начался дождь, он, вглядываясь в окно, понимал, что котята остаются на улице, промокая и дрожа от холода. Ему было нестерпимо грустно. Он осознавал, как бесчувственно поступил, оставив их на произвол судьбы. Тоска подкрадывалась к нему, захватывая и лишая покоя. Неподалеку от дома Иван подвергся искушению: возвращаться к котятам или оставаться безразличным наблюдателем. Купаясь в своих противоречивых чувствах, он вскоре решился. Он выбежал под дождь, сердце его колотилось от тревоги, и вдруг ни с того ни с сего он понял, что котята, скорее всего, уже вернулись обратно к нему. Окруженный густым дождем, он наконец-то увидел, что Мурка, самодовольная и укрывшаяся под своим мехом, сидела рядом с котятами, словно они были одним целым. Как это возможно? Как Мурка сама нашла путь обратно, предварительно осведомленная о его чувствах? Он не понимал, как это произошло, и его неподдельный страх тут же сменился радостью. «Как вы сюда попали?» – удивленно произнес Иван, поворачиваясь к своим новым маленьким спутникам, а они, словно в ответ, заговорили друг с другом мелодиями мявканья.
Вот тогда к нему подошел Артем, его сын, с нежным и озабоченным лицом. «Папа, ты ведь не выбросил их, правда?» Его голос звучал так, будто у него сорвалось последнее слово надежды. Иван почувствовал, как в душе его закралось волнение, накатывая волной. «Я просто думал, что так будет лучше». «Лучше? Для кого? Ты же знаешь, что они нуждаются в любви и заботе, а ты просто бросил их на улице», — отрезал Артем. На его лице отразился гнев и понимание, ведь сам Артем давно мечтал завести питомца. Разговор с сыном перевернул все в душе Ивана. Артем был прав. Иван, вздыхая и осознавая, что недалеко ушел от мысли, что делал все это для себя, вдруг признал свою неправоту, но все же его желание оставаться беззаботным не исчезло. Он долго молчал, но его сын продолжал настаивать. «Ты ведь тоже собирался быть хорошим отцом, верно? Что будет с твоим будущим ребенком, если ты будешь так же относиться к нему? Как ты вообще можешь так думать о том, что ты выбросил?» Вдруг Иван осознал, что такое воспитание влияло на его сына. Он стоял в задумчивости, поразившись тому, каким он странным и эгоистичным оказался отцом. Строй этого рационализма обваливался, как карточный домик. В его голове всплыли воспоминания о том, как он, будучи ребенком, отверг котенка, найденного его сыном. Теперь он столкнулся с тем, насколько ему сложно быть родителем. Поведение отца вдруг стало ему величайшим уроком, который ставил перед ним новый вектор. Он вспомнил пресловутое: «Забудь о своих желаниях и научись заботиться о других». Оглядываясь назад, он понимал, что был себя слишком эгоистичным. Неужели он сам не чувствовал той же радости, когда котенок подошел и прижался к нему? Теперь ему нужно было переосмыслить собственные принципы. Светлый день сменился темным вечером, и когда Мурка пропала, Иван ощутил настоятельную потребность найти ее. Гнетущее чувство неопределенности навалилось на него. Артем, чувствуя тревогу отца, снова встал рядом и предложил встать на ноги и отправиться в поиски. «Не переживай, папа, мы найдем ее. Не может же она так просто пропасть». Они прошлись по всему поселку, заглянули к соседям и расспрашивали всех, но Мурки нигде не было, и каждую минуту поиска казался все более безуспешным. Тем не менее, каждый шаг давал им надежду. Они отважились на поиски и дошли до самого заброшенного уголка деревни. Наконец, они встретили Зинаиду Николаевну, которая, узнав о происшествии, предложила свою помощь. Она охотно согласилась прошвырнуться с ними по окрестностям, несмотря на дождь и ветер. Вместе они обходили старые дворы и заглядывали в темные уголки, надеясь найти пропавшую. Глаза Артема светились надеждой, несмотря на ненастье, и он продолжал жаждать успеха. «Я просто уверен, что она где-то поблизости», — настойчиво повторял он. И вот, спустя некоторое время, их поиски привели их к виру облаков света, когда маленький пушистик, совершенно невозмутимый, не спеша вышел с собранной серой бровкой, будто ничего и не случилось. «Мурка!» — закричали в один голос Иван и Артем, обнявшись от радости. Каково же было их облегчение! Иван обнял ее. Его сердце вновь заполнилось радостью, закручиваясь в вихре счастья. Теперь, когда они пришли в себя, он искренне поблагодарил и Артема, и Зинаиду Николаевну за то, что они не оставили его в беде, и получили возможность поверить в печаль разных своих дней. Эта поддержка сблизила семью, и Иван вдруг ощутил, как в его сердце расцвел теплый цветок единства. С того дня начали меняться не только отношения отца и сына, но и сама жизнь Ивана. Разговоры о заботе друг о друге превратились в стандарт жизни, и Артем, вдохновленный возвращением Мурки, решил завести собаку, чтобы дом наполнился еще большей любовью и шумом. «Давай сходим в приют.
Там много милых щенков, и нужно будет выбрать того, который попадет к нашему домику», — сказал Артём, привычно шутя о родственных узах и новых начинаниях. Иван сильно колебался, поскольку у него были свои сомнения. Но затем он вспомнил о том, как радость от жизни, которую дал котенок, окружила любимых людей, и его мысли быстро изменились. Оглядываясь на любого из котят, уверенный, что вовсе не являются лишними, он снова поднял вопрос о том, какого питомца можно сохранить. Да, одного котенка оставить стоит, а остальных можно подарить заботливым рукам Зинаиды Николаевны. Ни разу не задумавшись, он вообще согласился бы, но котята воспринимались настоящим образом живых существ, которые были частью их семьи. И так началась новая глава в жизни Ивана и его семьи. Семья становилась все ближе друг к другу. Полной энергией визгов и ухания, котята неожиданно превратились в связующее звено между Артемом и Иваном. Из-за своих играющих дел, предлагая множество идей, они начали регулярно приезжать в деревню, чтобы проводить время друг с другом и ухаживать за своими пушистыми питомцами. Вместе с этим наполнились не только желания, но и источники поддержки. Каждый пытался вовлечь себя еще больше в заботу о питомцах. В один из вечеров, когда Иван и Артем сидели за столом, пили чай и обсуждали своих котят, тот светлый момент, когда мир вдруг менялся, пришел к ним. Они пересматривали шутки и наблюдали, как один из котят пытается залезть в чашку с молоком, вызывая дружный смех. Иван, оставив все прочие мысли, посмотрел на своего сына и на кошку. Его сердце захотело выразить все слова благодарности. «Знаешь, Артём, я благодарен тебе за все. Ты изменил мою жизнь». Мурка как будто вернула меня к жизни и научила о том, что отношения важнее всего. Артём, умело чувствуя, что это момент единства, улыбнулся, зная, что семья — это не просто слово. Это то, когда ты не бросаешь друг друга, даже если это вызывает хлопоты. В этот миг Иван осознал, что все его принципы «меньше забот» и «легко жить», которые казались ему жизненной стратегией, растворялись в важности единства и заботы о близких. Теперь он знал, что лучшие вещи в жизни происходят не тогда, когда ты избегал забот, а когда ты готов был взять на себя ответственность и любить тех, кто нуждается в этом. С этой мыслью они тут же продолжили свой вечер за чаем, обсуждая новые планы и мечты, кто как будет ухаживать за новыми питомцами, как выбрать лучшие кормушки и где найти лучшие игрушки. Их смех раздавался по всему дому, создавая атмосферу уюта и заботы. Каждый из них вспомнил те моменты, когда жизнь была просто игрой, когда они полностью погружались в роли и в свою фантазию. Однако теперь понятно, что жизнь предоставляет много истинных событий, и каждая мелочь — это главное. Именно так они начали строить свое новое следующее счастье, основанное на единстве, взаимопомощи и понимании. И все это, начиная с Мурки и ее котят, наполнило их жизнь яркими красками любви и поддержки, которые придавали значение каждому дню. В их доме царила атмосфера тепла, радости и дружбы, когда веселые мелодии мяуканья котят и звуки смеха Артема перекликались, создавая волшебные мгновения, которые будут вечно оставаться в их сердцах. Семья, наконец, осознала, что главное — это быть рядом, заботиться и любить друг друга, даже когда приходят новые вызовы и изменения.